Итак, ребят, всем привет! А у нас с вами сегодня продолжение рубрики «Посмотрю на тонком». И также хочу сказать, простите, что эта рубрика выходила так долго. Все дело в том, что были другие видео, которыми мне хотелось с вами поделиться. Тем более, что происходят такие события в США сейчас, и я просто не могла пройти мимо. Ну и тем более, что меня просили осветить их тоже. Итак, и та тема, которая победила у нас на прошлом голосовании под прошлым видео в рубрике «Посмотрю на тонко», это вопрос про войну и события 1812-го. Точнее, вопрос звучит вот так. Назрела тема катастрофы начала XIX века, что на самом деле случилось, как это связано с событиями войны 1812 года, какие последствия мы получили на сегодня, засыпанные города, потеря памяти, связи с душой, погружение в темную матрицу. Вопрос очень интересный, точнее там даже ряд вопросов, и я постараюсь сегодня ответить. Также буду при вас смотреть что-то на тонком, какие-то моменты. Но давайте начнем, наверное, с катастрофы. Катастрофы я уже смотрела на тонком, поэтому погружаться сильно туда не вижу смысла, потому что, вижу я то же самое. Вот, что видела я до этого. Получается, что я видела, и я уже, кстати, в своих роликах говорила про катастрофу. То, что я видела, это то, что было использовано какое-то оружие, и оно было использовано в том месте, где мы сейчас говорим, что это Северный полюс. То есть там действительно была цветущая территория. Некоторые карты даже есть с цветущими территориями. Я знаю, что многие ребята, альтернативщики, говорят, что там, мол, Северный полюс был раньше таким местом очень-очень классным, очень светлым и прочее. И да, то есть там действительно, не знаю насчет того, что росли ли там пальмы, но оно было, несомненно, зеленым, потому что я это место и эти земли видела зеленым. А также то, что эта местность и вот это вот земли эти, которые находятся, где находится Северный полюс, назывались Дария. Я не знаю, как там говорят по-другому, но мне шло вот такое название — Дария. Я рассказывала про то, что я там видела уже на Бусте, там более есть подробно про Дарию, и также я там разбирала прям карту условно и говорила, что есть еще ряд целых потопленных земель, говорила, что есть какие-то еще местности, как они раньше назывались, то, что мне шло. Но давайте вернемся к катастрофе. То есть в Дарии находился какой-то, не знаю, то ли научный центр, то ли что-то такое, который был как вот в центре Земли, да, то, что там называют пуп Земли, там или как, да, условно, то есть там, где это была самая центральная точка или что-то вот такое. И там находился какой-то центр, который уходил глубоко под землю, то есть что-то там, какая-то вот такая точка очень-очень важная для нашей Земли, то, где мы можем говорить, что это как точка, где можно зайти, как не то, что зайти, а получить доступ к центру Земли или вот каким-то очень-очень важным энергетическим структурам нашей планеты. И, наверное, вы слышали такое, что у нашей планеты поменялись полюса или что-то типа того, и сейчас идет типа смена, опять же, полюсов. И, кстати, ученые этого даже не отрицают, и мы можем почитать о том, что магнитные полюса Земли постоянно смещаются и так далее. Так вот, что видела я как раз-таки по катастрофе, которая произошла где-то 200-300 лет назад.
То есть там очень странная датировка, мне кажется, все-таки она произошла как-то на рубеже 1800 года, то есть это было не за 5 секунд, то есть, но там как-то, не знаю, последствия как-то или вот это все менялось не за 1 год и не за 2, то есть да, разрушительные какие-то были вещи прям там за быстрый какой-то период, то есть год-два, а потом еще тоже очень все менялось, перестраивалось, пока где-то не остановилось и не начало потихоньку уже как-то вот стабилизироваться. Поэтому сказать, что катастрофа длилась год-два, ну, тоже нельзя. Поэтому я бы сказала, что катастрофа длилась где-то с 1700 под 800, то есть 1780-е или 90-е годы по где-то 1830-е, 40-е, то есть где-то это происходило в течение 40-50 лет, плюс-минус. Итак, насчет того, причем здесь полюса Земли. Так вот, там, где вот в этой Дарии было, получается, вот эта вот точка какая-то, да, где был выход электромагнитных полей нашей Земли, я думаю, что такое поля магнитные, да, электромагнитные все знают, и что в соответствии с этими всеми колебаниями живет вообще экология, живая экосистема, в том числе птички считывают там, да, магнитные поля Земли и по ним летают на юг и много-много другого. Так вот, вот эти магнитные поля, они всегда вот как держат все живое, и получается, они же корректируют, ну то есть получается малейшие какие-то амплитуды в этих полях, они вызывают катастрофические последствия, в том числе, как я, допустим, видела тот же самый Шарп. Кто не знает, это как бы такая технология, которая влияет на климат, изменение климата и прочее. При помощи нее там и землетрясения в Турции устраивали, во многих рядах других стран, и наводнений, и что только не делали. Так вот, та же самая вот эта Шарп, как я ее видела, она как раз-таки делает все вот это, то, что делает именно при помощи влияния на электромагнитные поля Земли. То есть влияние на электромагнитное поле Земли могут вызвать просто массовые землетрясения, наводнения, ураганы, все что угодно. Так вот, вернемся к катастрофе. Там был именно удар большой какой-то нанесен по вот этой вот точке, откуда идут все вот эти, начинают выходить электромагнитные поля. Если вы посмотрите, допустим, на современные вот эти вот представления электромагнитных полей, да, нашего шарика условно, вы увидите, что они идут как дольки апельсина такие. И да, я тоже вот это видела, оно стояло вот ровно посередине условно, так как оно должно быть, да, но там получается, что была искусственно как-то смещено вот именно вот это вот электромагнитное поле Земли, то есть туда получил удар, и электромагнитное поле Земли сместилось, причем сместилось оно, как я видела, где-то на 30 градусов. И если вы очень хорошо погрузитесь в эту тему, вы узнаете, что Земли постоянно тоже меняется, и сейчас она начала меняться, то есть и начала потихоньку выходить и выправляться. Так вот, то, что происходило там, я видела, что вот это вот как долька апельсина, да, вот эти электромагнитные поля, их как будто связали в пучок такой, и, значит, на 30 градусов просто перетянули по-другому, да, и начался перекос. То есть перекос с одной стороны типа больше, да, а с другой меньше. И этот перекос постоянно туда-сюда вращается. То есть это именно дает смену вот этих вот климатических изменений, времен года и прочего. Я не особо сильна в науке, понимание, как там чего делается, я только говорю о том, что я вижу на тонком. Итак, то, что там было смещение, вот это вот вызвано земной оси плюс
то есть резкое смещение, да, плюс это было вызвано ударом, которое вызвало на электромагнитных вот этих полях, то есть я их вижу как такие ниточки, да, условно, не знаю, как мандаринки, дольки мандаринок такие выходят, и по этим ниточкам пошла огромная волна, то есть если так, это просто вот не знаю, вот это электромагнитное поле, оно является как натянутая струна, то здесь как будто вот эта натянутая гитарная струна, по которой просто вот так дзынь, и она начала дрожать, и по ней пошла вот эта вибрация, то есть и это было на территории всей абсолютно планеты. И тут как раз-таки из-за того, что вот по всем магнитным полям пошла вот такая вибрация, вызвала то, что у нас здесь на Земле была глобальнейшая катастрофа. Во-первых, это то, что начал разрушаться наш основной, не то чтобы озоновый слой, а вообще слой атмосферы. То есть атмосфера стала скуднее. Я вам рассказывала о том, что состав кислорода поменялся. Многие виды просто погибли от недостатка кислорода, то есть фактически задохнулись просто от недостатка кислородов. И среди таких видов я как раз видела гигантов, про которых сейчас очень много говорят разные источники, и мы видим на фресках, да, что есть люди маленького роста, есть люди большого роста и так далее. Так вот, люди большого роста просто-напросто задохнулись. Эти тела стали непригодны для нового вот этого вот экологического слоя воздуха. И также я могу сказать, что и мы сейчас дышим условно непригодным для нас воздухом. Да, наше тело подстроилось, да, нам хватает кислорода, того, который есть, но то, что было много лет назад, это просто не сравнить. И я сама говорила, что когда мне на тонком приходило, я видела это, как будто воздух, можно было практически есть, то есть он был насыщен какими-то полезными веществами, то есть мы не сколько наедали пузо, а сколько могли надышаться и наесться этим воздухом, да, что-то типа того. Мне сложно это сказать, но, в общем, воздух содержал больше каких-то питательных веществ для нас, которых сейчас, конечно же, в нем уже нет, и нам приходится во многом восполнять это большим обилием пищи, которое мы едим. Второе, да, это то, что я говорила тоже на Бусти об этом, что то, что говорят, что глина сыпалась с неба, что, мол, была какая-то планетарная катастрофа, что какой-то спутник там уничтожился и так далее, я такого не видела. Ну, серьезно, вот сколько я не выхожу на тонкий, сколько я не пытаюсь настроиться на это, я не вижу, чтобы какой-то спутник разрушили, и вот осколки этого всего прилетели к нам, или чтобы какой-то сверхметеорит сюда упал, или что-то подобное, ничего такого я не вижу. Но зато то, что вижу я, это огромнейшее движение тектонических плит, просто какие-то невероятные. И именно за счет вот этих вот движений, причем это не просто, знаете, там маленькое землетрясение какое-то, это реально движение тектоническое такое, что там земля просто ходуном ходила, и знаете, как в тех фильмах катастрофах просто развергалась, и туда падали условно, да, и дома проваливались, то есть и все такое. Плюсом еще это огромное количество наводнений и сели. То есть сели, кто знает, это такая смесь грязи, да, глины, вот, с водой, которая просто может огромнейшее количество земли погребать под своим вот этим вот вещью, это как болото, то есть там очень много тоже всего погибло. И, ребята, серьезно, вот наводнение, даже в Библии описано, что там 2 раза там вода там покрыла землю, или сколько там, да, раз она вот так вот типа обогнула землю и так далее. И это было, было не так, что там прям волна окатила землю 3 раза, но да, там было настолько просто жесткое вот это вот вмешательство в геомагнитное поле, что
волна достигала огромных размеров, и она действительно огибала и там затапливала целые большие территории земли и прочего. Какие-то воды вышли наверх, какие-то ушли вниз, был пар, потому что где-то просто, где вот шли вот эти разломы, да, и лава вот эта вот, ну, просто попадала, соприкасалась с водой, это все вскипало, короче, был полный ад, серьезно. И в этом аду климатическом очень огромнейшее количество видов живых растений, животных, людей, вообще там огромнейшее количество просто живого погибло. И также я смотрела на том же Бусте, рассказывала про сельское хозяйство прошлого, про еще какие-то вещи, в том числе и о катастрофе. И там я видела, что очень много продуктов питания, которые раньше были нам доступны, которые раньше мы кушали, и которые выращивались просто на раз-два, после катастрофы их просто не стало существовать. Очень много овощей, которые раньше повсеместно везде использовали и ели, они просто перестали как виды существовать, то есть то, чем мы наедались условно, да. Также то, что многие виды тех же самых растений я видела, вспоминая, опять же, свои прошлые жизни, да, в своих воспоминаниях, в том, что я видела на тонком. Земледелие, оно не было вот таким, как сейчас, то есть мы не стояли раком там от заката до рассвета вокруг этой морковки, выщипывая траву для того, чтобы там вот выросла несчастная морковка через 3 месяца, там 5 несчастных сантиметров, знаете. Такого не было, то есть земледелие было очень легким, то есть выращивание плодов, выращивание как бы каких-то культур, оно было очень легким, люди жили в свое удовольствие во многом, и возделывая землю, сажая какие-то культуры, возделывая там какие-то плоды, да, то есть сады, им не требовалось на это столько много сил, времени, и реально там чуть ли не помереть возле этого всего, такого не было. Но как раз-таки после вот этой катастрофы, то, что я видела на тонком, у нас даже, понимаете, была земля, то есть она была более какой-то питательной, более какой-то плодородной, то есть ты мог там семечко кинуть, закопать, один раз полить, и оно там вырастало, плодоносило, но не так, конечно, что прям вообще про него забыл. Но не надо было реально вот вокруг него бегать целыми сутками, потому что сама земля была настолько вот полезна питательными веществами, что растения сами на ней прекрасно росли и развивались. У нас же сейчас мы можем видеть, что нужны подкормки, нужно еще что-то, там землю надо удобрять, снабжать и так далее. Но это все, то, что я, по крайней мере, видела, то, что изначальный культурный слой был полностью стерт, прям вообще стерт, потому что вместо земли была глина, и вообще не знали, как это выращивать, все, был голод очень сильный, максимальный везде, растительности практически не было, деревья погибли, растения погибли, то есть и именно то, что люди начали есть животных в массовых масштабах, да, это было как раз-таки момент выживания тогда, и тогда, то есть переходили на вот эту животную пищу просто из того, что это было прямой необходимостью, как бы в том, что не было возможности восполнять это все растительной пищей. В общем, это было очень тяжело, это были очень тяжелые времена, и я могу сказать, что территория наша очень сильно пострадала, территория так называемой Тартарии, как сейчас вот говорят. И да, насчет войны 1812 года это как раз все шло на фоне этого всего. И я вам
рассказывала. На Бусти я в основном, конечно, рассказываю обо всех вот этих вот исторических моментов, то есть как нас вообще захватили, кто приходил, что он делал, как бы почему начались вот эти войны, что вот это вот, как это было, когда просто кровью заливали всю землю, насаждая вот это все, как убивали истинных правителей, как это все происходило, как заставляли поклоняться там, да, вот этим демонам и многое-многое другое. Я это рассказываю на Бусти и о том, как менялись эпохи, как вот эти захватчики просто кровью, огнем и мечом поубивали всех, пожигали, уничтожили, фактически вообще уничтожили нашу культуру старую, все, что было, вы, наверное, знаете. Сейчас это уже не могут скрыть никак, что многие здания, которые были раньше, они сделаны технически просто гораздо более совершенно, чем сейчас, типа, наша современность может сделать. То есть она не может, наша сейчас современность, со всеми машинами, со всеми вот вообще приспособлениями сделать нечто подобное, то, что делалось много-много лет назад, типа какими-то обезьянами с палкой-копалкой. В общем, это уже рассыпается прахом, и, наконец-то, истинная история начинает восстанавливаться, конечно, не реальными историками, вот хотя бы альтернативщиками. Да и люди уже начинают задавать какие-то вопросы и не верят тому, что им льют в уши, и это, конечно, очень хорошо. А я вам напоминаю, что каждый из вас может поспособствовать тому, чтобы как можно больше людей смогло проснуться и начать сбрасывать все оковы, которые были навязаны им извне. Для этого многого не нужно, всего лишь помочь пробуждающей информации стать более доступной для большинства, чтобы все, кто в ней нуждается, смогли ее увидеть и заметить. Для этого вам достаточно поставить лайк под этим видео и написать комментарий, чтобы оно попало в список рекомендованных и как можно больше людей смогли его увидеть и решить для себя, нуждаются они в данной информации или нет. Но, несомненно, многим это позволит сделать свой выбор, шагнув в сторону пробуждения, где уже дальше все будет зависеть только от них самих. Ну а мы с вами продолжим. Так вот, то, что вот они уничтожали, вообще уничтожали, все наследие уничтожали, города уничтожали, жгли библиотеки, это все было не случайно. Знаете, было уничтожено культурное наследие огромного количества цивилизаций, просто уничтожено. Мало того, что катастрофа, так еще и вот эти захватчики, которые начали добивать остатки, то есть, знаете, приходить на вот такие вот территории, которые были уже там сметены вот просто вот этой вот стихией, и вот это население уже разгромленное, покоренное, просто покорять. Кстати, таким образом покорили Тартарию. Окончательно покорили вот это все азиатские альянсы. Я говорила, что там это была гораздо больше территория, чем просто там Российская Федерация, что там Тартария уходила, то есть там это были и территории современного Китая, и территории современных стран там типа Казахстана, да, вот, и также это были страны Индии ближайшие, да, вот эти вот, это последние, наверное, оплоты были, которые полностью вообще там стерли, уничтожили, и насадили там вообще непонятно что. Но все это пошло, начиная с Африки, то есть это Египет. Оттуда это начало все разрастаться вниз, то есть где Африка, да, и пошло. Поехала сначала вправо, это вот этот вот полуостров, это я имею в виду захватчиков сейчас, вот. Потом перешло на Европу. Европу, кстати, достаточно, ну не знаю, как быстро, не быстро, но тоже захватили. Часть народа, которая вот была в Европе, и вот этот вот Аравийский полуостров, то есть те, которые бежали просто вот этих захватчиков, они все бежали, отступали как раз на территорию Тартарии, то есть современной Евразии.
на восток. Там они уже организовали конкретно такую оборону очень жесткую. И эта оборона держалась. Конечно же, там очень большие силы кидали на то, чтобы эту оборону прорвать, но у них никак не получалось. Они хоть и за часть захватили, да, вот, у них все-таки не получилось полностью отобрать. И вот то, что мы сейчас, да, наверное, я сейчас скажу, ладно, давайте, это будет мое мнение, я выскажу это так, что это мое мнение, то, что я видела на тонком, и я имею на него полное право. То, что у нас здесь, да, Россия, вот и так далее, идет Московия, была раньше Московия такая, и Тартария. И вот здесь мы с вами как раз-таки и должны выйти на тонкий план, но я думаю, что в принципе об этом я расскажу в следующем видео, то есть я поделю вот этот вопрос, эту рубрику на 2 видео, чтобы видео не получилось большим и перегруженным. Могу сказать одно, что то, что я чувствую на тонком относительно вообще событий 1812 года и того, что там происходило, вообще в корне разнится с официальной историей. И я об этом обязательно расскажу, а также расскажу, каким образом события глобальной катастрофы повлияли на это все, конечно, и каким образом действительно вот эти захватчики пошли дальше. Единственное, что могу сказать, это то, что как раз-таки момент катастрофы, который произошел вообще во всем мире, он, конечно, сыграл на руку захватчикам, потому что, для них это было в первую очередь большим плюсом, а для того, чтобы захватить на уже каких-то вот таких вот условно искореженных землях, захватить то, что там от вот этих земель осталось. Это, конечно, было ужасно. И Евразия, Тартария пострадала там очень хорошо. Примером тому мы видим города, которые просто ушли под землю. Примером тому мы видим то, что раньше в Санкт-Петербурге рисовали картины с пальмами, да, а после они превратились просто в зиму. То же самое там, не знаю, в Москве или где. Но раньше та же самая столица, то есть Санкт-Петербург, она была просто технической такой огромнейшей стороной, не зря ее захватили, и Петр сказал, что вот это будет, значит, центром там нашим всем. Но ничего он там не строил, вот что я хочу сказать, ничего он там не строил, он просто занял этот город уже был. И да, они сначала его превратили в руины, разрушив все там былое наследие, которое там было, а потом начали уже этот город, типа где-то там что-то восстанавливать, заняли те же самые дворцы, там что-то переделывали, перестраивали под себя и прочее. Но этот город не принадлежит им, и это был один из городов, которые там были захвачены. И как бы знаете, что я как бы вижу и думаю, что по сути у меня не совпадает с тем, что вижу я, и с тем, что, пишут в реально исторических картах, вот, по датировкам, вообще по каким-то происшествиям, да, вот, вообще крайне не совпадает, потому что такое ощущение, что в этот момент некоторые земли просто объявили как бы своими, но это больше было как некая имперская замашка, чем реально они владели этими землями. То есть, знаете, такое ощущение, что Тартария жила себе и процветала прекрасно до катастрофы, и никто там не захватывал Россию в тех самых территориях, в которых они это все рисуют. Не знаю, потому что у меня просто разрыв с тем, что вижу на тонком, и с тем, что рисует официальная история. Но
Обо всем об этом поговорим в следующем ролике. Я это все буду смотреть на тонком вместе с вами. И надеюсь, что для вас события, касаемые катастрофы и того, что я рассказала про эти события, эта информация была полезна. Вот. Всех вас люблю. Ставьте лайк, подписывайтесь на другие мои каналы. Телеграм, где я рассказываю очень много о каких-то политических вещах, которые я вижу на тонком плане, а также где вы можете прочитать какие-то заметки, которые проходили в прямых эфирах в Солнечном клубе, либо же присоединяйтесь в сам клуб. Там вы сможете найти и единомышленников, и поддержку. Также наш клуб — это зона для огромного роста, где есть не только еженедельная информация, которую даю я. И, кстати, сейчас в Солнечном клубе уже, наверное, накопилось больше 50 стримов, прямых эфиров, которые я проводила. Все они есть в записи, и со всеми ими можно ознакомиться, так как они никуда не деются, все остается в архиве, и этот архив доступен каждому, кто подпишется, вступит в клуб. Там вся информация про саморазвитие, про какие-то вещи, которыми ребята интересовались относительно души и вселенной и много чего еще, а также практические моменты, которые они меня спрашивали, так как прямые эфиры в клубе идут полностью по запросам участников. И каждый раз на каждый стрим я получаю очень огромный отклик, и все ребята отмечают, что у них просто идут огромнейшие раскрытия, инсайды после этой информации, и я могу с гордостью сказать, что за тот год, который я уже веду этот клуб, я вижу то, как ребята растут, я вижу то, как у них раскрываются способности, как они просто учатся летать, да, вот, когда у них спадают блоки, они становятся более уверенными в себе, начинают чувствовать внутреннюю силу. Они начинают огромную работу над собой проделывать, потому что в каждых где-то вот стримах и прочее они видят себя, отголоски того, что происходит с ними, и это же конкретно дает очень большой толчок к внутренней работе над собой и уже пониманию каких-то процессов, которые происходят в их жизни, и это, конечно, ребятам очень сильно помогает. И в том, чтобы взять, наконец-таки, ответственность за свою жизнь, за свое внутреннее состояние в свои руки, научиться ставить цели, идти к ним, пользоваться намерением и многое-многое другое. Так что если вы ищете площадку для роста, для того, чтобы найти единомышленников, найти людей, которые смогут вас поддержать в своих стараниях, начинаниях, и вы хотите наконец-то избавиться от каких-то внутренних блоков, хотите наконец-то начать какую-то большую проработку, да, себя, своей жизни, своего внутреннего состояния и прочее, то я думаю, что присоединение к клубу, то общение, которое вы можете найти в клубе, а также та информация, которая есть в архивах клуба, может вам очень сильно в этом помочь. Ссылка на клуб в описании. А у меня на сегодня все. Всех вас люблю, обнимаю. Пока-пока.